привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, это Польза.нет Live, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем тестировать Nothing Phone 2, притом стандартно. Это вы видите тест его фронтальной камеры, то, как он может стримить в 1080p 30 FPS в Твиче. И начать я хочу с маленького обзора. В первую очередь, разумеется, я буду делать 10-минутный обзор одним кадром, как и на Samsung A54, еще много каких смартфонов, когда я снимаю только на основную камеру смартфона и рассказываю вам все, что надо знать, по моему мнению. Мы смотрим, сколько этот файл весит, как он работал со светом, как-то с автофокусом. Все это дело на штативе. Марсел Вискин, привет. Так вот. Что я могу сказать про этот смартфон? Первое, мы помним, что в минимальной комплектации он в США будет стоить 600 с лишним долларов, уже стоит. Второе, курс сейчас доллара в Российской Федерации 1 к сотке в наличке, даже больше. И в этой ситуации рассказывать о каких-то таких смартфонах, я понимаю, что это довольно странно, с одной стороны. Да, 8 Plus Gen 1 не 800 долларов, John Wick, посмотрите, сколько он стоит в США, там чуть-чуть скромнее все. Ну, там и поскромнее, правда, комплектация. У меня на 12256. Но рассказать я не хочу рассказывать о цене, потому что это оверпрайс. Я про первый смартфон Nothing Phone говорил, что это выброшенные деньги, люди пачками как продавали, так и продают на Авито. Но про второй я могу сказать, что они чуть-чуть его допилили, в плане ПО тоже, хотя глюки я уже выгружал на свой личный телеграм-канал. Не забудьте подписаться на телегу скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Напоминаю, что у него работают родные микрофоны, напоминаю, что его работает родная фронталка практически в идеальных условиях. Видите, сколько у меня подсветки? Так вот, и сейчас он выдает все это дело в линию. Если говорить о Nothing фонах, у меня к ним не скептическое к ним отношение, а я считаю, что это такой же OnePlus, который а-ля говорил, что он не BBK, а потом оказалось BBK, потом мы узнаем, что Nothing с их одним смартфоном раз в год, наушниками и вряд ли отбитым бюджетом. Почему они не отбивают бюджет? Потому что если бы они сами разрабатывали это ПО, да, оно не идеально, то есть оно в каких-то моментах подлагивает, но, допустим, тот же Tecno с своими космическими доходами делает в 10 раз хуже программное обеспечение на лучшем железе. Откуда я делаю вывод какой? Правильно, что у Нафинов есть какие-то наработки и финансы, притом с патентами. И они их великолепно реализовывают в этих стиленьких смартфонах. Что первое? Первое для меня. Смартфон скользкий, я его уже выронил, он уже у меня погнулся, этот алюминий, притом прилично вы увидите в общем ролике, в полном. Второе. Если говорить о экране, он менее яркий, чем даже Poco F5. Вот такая вот, да, смешная история о Ромео и Джульетте. Можете смеяться, можете плакать, посмотреть мою личную телегу, я их специально измерял. Там был Huawei P60 Pro, этот смартфон Nothing Phone 2, Poco F5, ну и для интереса я iPhone положил с 1.3 люкса на максималке. То есть из этих четырех смартфонов, притом Nothing не самый дешевый сейчас, наверное, Poco, потом Huawei, потом идет Nothing, потом iPhone. Так вот, у него самая минимальная яркость. Почему я об этом говорю? Потому что, когда я проводил тест при максимальной герцовке, она здесь 120 Гц, и максимальной яркости в PC-марке, он у меня выдал космические 10 часов. И когда вы сейчас увидите довольно неплохую автономность в играх, скорее всего, я очень на это надеюсь, помните, что какой-то космической яркости здесь и нету. Здесь в автомате, яркость, пусть и не в автомате, то есть у меня автояркость отключена, но она меняется почему-то. И опять же, даже это максимальная яркость, не пиковая яркость, не путаем, в автомате она ниже, чем на Poco F5. Все, про яркость выговорился. Отсюда у нас и история как раз про автономность. Автономность от того, что яркость чуть-чуть сброшена. Процессор субфлагманский, прошлогодний, 8 Plus Gen 1, ну, ладно, телевика здесь нет, с оптостабом, по-моему, он тоже отсутствует. И что еще интересного про этот смартфон? Заряжается он у меня час до сотки, я не знаю, я буду подбирать зарядку, пока я не нашел ту зарядку, которая бы могла его зарядить быстрее. Рамки довольно большие, прошим и все остальное сейчас я буду проверять прямо при вас, и мы входим в игровой процесс стандартно для нашего контента.
Тестируя смартфон без чехла, показывает он у меня сейчас 775 люксов в пике в области камеры. В остальных областях он показывает 640 где-то, посерединке 660. Внизу 740 в каком-то месте. Но не это важно, важен шим по шиму. На сотке 8% он быстро поднастроился, если говорить о 50%. MLH проверю после стрима. 9%, где-то 20%. 14% с 23 он подстраивался, DC Dimming, скорее всего. И 0 с 27 подстроился на 17%. Это хорошо. То есть все, мы запомнили максимальную яркость. Мне кажется, экран желтит, но, возможно, я не прав. Во всяком случае, относительно других смартфонов, которые у меня, он желтит. И сейчас я в самом ярком месте измеряю. Вот очень странные дела. В каком-то месте я поймал 807 люксов. Вообще неравномерная подсветка. Ну ладно, будем считать, что 805 люксов. Хотя до этого я поймать ее не мог. Все. Выхожу в Twitch, включаю музыку и начинаем его мучить. Пока я говорю, оболочка, чтобы я о нем не говорил, меня радует. Прямо радует. Есть фризы, есть подлагивание. Да, Новотех 2. И подождите-ка. Не могу найти музыку свою. Очень странно, выпало этот хип-хоп, что ли? Опять закрыли мой любимый стрим с музыкой. Представляете? Или он выпал с поиска. Ладно. Запоминаем проценты. 86% температура у экрана. 36,6. Тыльная часть 35,8. Все, понеслась. Секундомер. Как быстро нашел. 86%. Секундомер пошел. Интересно, почему я не вижу музыку, которую обычно включаю? Очень странные дела. Сейчас я еще раз поищу в другом браузере. Как у кого день проходит? Я сегодня, кстати, как это называется, обзор выгрузил рекламный. Все, нашел. На ноутбук. Нашел. Так, и трансляцию проверяю, идет она или нет. Идет трансляция? Да. Вас теперь не слышно. Вот сейчас слышно, Джон Уик? Ты давай со мной на «ты». Хорошо, если не сложно. Роман, привет. Звук очень тихий. Ага. Сейчас будем настраивать. Надо было сразу сказать. Сейчас лучше? Пойдет? Нет? Джон Уик. Джон! Идем сегодня на природу ДР друга. Марцел, Вискин, окей. Вот бы платили людям каждый раз, да, когда вы используете их мемы. Погода шепчет. Пам-пам. Летим.
под Стилевым. Стык, в каком моменте мы стилевые? В плане на финфонов? Я вчера на стрельбище гонял и делал обзор на камеру Samsung A54, снимал там, посмотрите. На лайв-канале как раз остался. Кому интересно, мне кажется, будет интересно это дело. Но я там сначала включил 18+, и поэтому он как-то не особо зашел хорошо. То есть YouTube такого там насилия. Я первый раз, по-моему, такую штуку выгружаю. Игровой ноут Салика. У меня будет несколько игровых ноутов Салика, и не только. Если они дойдут, потому что два не дошли пока. Мне вообще много чего, кстати, не доходит. Y900 мне так и не выслали, хотя уже как 3 недели выплатил за него уже все. Но я его уже 3 раза на Озоне, получается, покупал. И вот в четвертый раз я его уже выкупил. До этого на Али еще покупал, его мне тоже не выслали. Вообще какая-то беда с этим Y900. И сейчас купил Y700. У них что-то с представлением его. Неизвестно, когда он будет. Вау, у нас сколько же человек? 11 в онлайне. А помните времена, когда у всех все было хорошо, и в онлайне было по 60 человек? Да. Добрый день, Дукат. Сейчас у всех тоже относительно хорошо. Относительно стабильно. Стабильно сотка. Извините за негатив, но ко всему уже привыкли. Уже видели курсы по 120. Просто обидно, что ничего об этом не говорит, о том, что должно быть так. А оно так. Чувак. По мне стреляет кто-то. О, ничего ж себе. То есть там два их получается, что ли? Как-то он странно так бегал, да? Ноунейм производить, конечно, страшно. Ждите мой обзор. Да ноуты, мне кажется, кстати, они воспряли духом. У меня там, по-моему, еще 2 будет странных производителей. Вот Hyper, говорю, сегодня выгрузил. И самый прикол, я говорю, контрактный обзор. Я его сделал. И чуваки посмотрели, ну вот Hyper, и накидали мне еще недостатков. Я с ними еще спорил, что как бы, ну, это фигня, то, что они написали. Ну, в общем, заказчик прав. Проще говоря, там недостатков меньше, точнее больше, чем я планировал их запихать. Это какой-то сюр, но это факт. То есть, я там хотел утрированно 3 недостатка, а сами продавцы решили, что их намного больше. Ну, окей. Так, и... пулеметик такой. 3070 какая? Для ноутбуков дискретная или нет? Они что же разные бывают? О, там была тачка. Ну и где типы? Про ноуты, говорю, их надо очень-очень жестко жарить, чтобы потом сказать, что окей, можно его брать. Это мое субъективное мнение. О! Опа! Нет, это не бот. Это точнее бот. А есть где-то еще не бот. Где не бот, я не знаю. Потому что кто-то приехал. Опа. Вот это вот стопудово не бот был. Успею? Да, я делал нечестно. Ну и ладно. Так приличные игроки в PUBG не поступают, как я сейчас сделал. Но... Опа. Еще кто-то там.
Болик не взять. Что мне можно выбросить? Эту фигню. Эту. Да уж. Какой телефон тестируем? Nothing 2. Так там же вроде видно. Кстати, как микрофоны? Не надо тише сделать. Ну, Asus ROG Phone 7, он никому не нужен по просмотрам. Вы уж скузи, но... Я же рассказал про такой. Болик. Опа. Опа. X4. Все, огонь. Какие-то наборы, СКС. Вот СКС норм. И кубик такой тоже норм. Покруче будет. Настройка СКС-ки. Ну ладно. Вообще чувак прям упакованный был. От души, да? Так, рукой не закрывай микро, окей. Постараюсь. Сделаю все, что от меня зависит. Так, мне надо 5.45 выбрасывать, да? Ну, чуть-чуть выброшу. И вот этих чуть-чуть выброшу. И поехал я искать дропа. Просто учитывая банальную эрудицию, что меня уже пытался реально игрок убить, то вполне возможно они уже будут где-то встречаться. Это мне нужно помоднее машинку какую-нибудь. И дроп. Опа. Типок. Как обычно, это бот, прыгающий с шляпой. Шляпобот. Даже попал по машине чуть-чуть. Дроп не вижу. Вижу дрона. А дроны летят куда? Опа. Какие игры будете тестить на ноуте? Пока не знаю. Ну, кстати, да, на ноуте надо уже ввести эти какие-нибудь трансляции в... Нет, я думаю, стандартная. Опа, опа, опа. Как хорошо по мне стреляют, да? Так. Для меня важно что? Не умереть. Там прям плотный огонь такой был. Кто-нибудь заметил откуда? С верхов, наверное, вот оттуда. Вот он. Ох ты, ёшки! Хорошо он по мне попал. А я по нему попал не очень хорошо. Он по мне прям шикарно попал.
АВМ-ка у него, что ли? Да, скорее всего, Cyberpunk какой-нибудь стандартный. Что еще тестировать? Доту вторую. Сарказм прет. Опа. Типа оттуда стреляются. Опа. Откуда это? Не видел я. Кто видел откуда? А вот он. Да, вон сзади взрывы какие-то еще. Ну и ладно, пошли они все в топку. Я на 166 смотрю, вы о чем? Понятно. Ремнант 2. Угу. Вообще народ сейчас интересует ноутбуки. Притом подозрительно, прям активно. Опа. Да что же, со всех сторон вообще? Как так? А это что у него такое? Неужели попадет? Не попал он никуда. Да, прям уже по жесткому игра пошла на платине 2. Так, смарт чуть-чуть нагрелся. Я вам скажу, что в районе камеры он показывает мне 38,4, 39 почти. В лице 39,9, 40 даже. Играю без чехла, кондиционер включен. С соединением беда и 81%, но ест он мало. Это факт. Это прям факт, что он ест мало. Настройки Max нет, конечно. Кстати, да, каюсь. Вот в чем было дело. Вот теперь уже было интереснее. Будет. То есть он съел у нас 5% за 15 минут. 81. %20 на минимальный. Вот сейчас мы будем его гонять. Давайте-ка еще. В общем, если на той истории, на которой мы играли, на минимальной графике, то 20% в час. Какой еще смарт будет тест? Не знаю. Как будет настроение. Infinix есть. Есть Tecno еще одно. Будет ли новый Y900? В руках скользко. Но на грани упираешься и норм. О, друг начал греться.
Y900 это планшет. Y700 23 года. Y900 22. Его почти никто не покупал. Меня уже не собьешь, я уже в теме. 2 года покупок телефонов и планшетов. Я как зритель маньячный уже более-менее ориентируюсь в том, что было и в том, что будет. Особенно, когда тебе нужно искать, на что каждый день делать обзоры. Плюс еще лайв-канал, на котором вы сейчас все это смотрите. Либо мозг работает, либо ты улетаешь в трубу и сгораешь. Я вроде не сгорел и не в трубе. Когда есть новые железки, это интересно. Вот говорю, я придумал, что мне не жалко. И понятно, что это просто безумное количество времени, и может в каком-то смысле и не особо полезно так стримить. Но мне это интересно. То есть я могу, не могу, а я делаю, видите, игровой тест часовой, и потом тест с одним кадром в одних и тех же условиях. Потому что здесь всегда тепло, жарко, здесь всегда солнечно. Только, скорее всего, я завтра его буду проводить, чтобы уж все прогнать. А игровой выгружу сегодня. И потом уже общий обзор. Опа. Кто-то где-то стрелял. Вы видели тоже? Ага, без брони я не пойду туда стреляться, если он живой. У меня в 20 градусов. Ну вот, видишь, все бывает, так сказать. Опа. Мне нужна броня любая. Без брони очень плохо играть. Тихо. Опа. Очень похоже, что это был ламер, но живой. Ох ты, ёшки! А вот это уже был не ламер и живой. Ну что это такое, а? А, все, я успел. Сейчас дропнемся еще. Я не переехал. Я 20 лет на Крайнем Севере компенсирую годами на Юге. У меня есть личные обстоятельства, почему я здесь. Не связанные с какими-то там политическими херовинами. Извините за мой французский. И нет, я не в розыске. Еще раз повторяю, что госуслуги я проверяю каждый день. Не хочу об этом говорить, потому что на данный момент у меня даже административки никогда в жизни на меня не было. Когда я 20 лет работал, у меня не было ни одного ГДП. Не, если интересно, так я же отвечаю. Здесь очень дорого жить. То есть я живу в ноль. Даже то, что я там придумываю много всего. Понятно, что я живу хорошо. Но у меня не было такого в жизни, чтобы я жил очень плохо, несознательно. То есть, когда я жил очень плохо там и ел дошики эти, это было для чего-то. То есть, чтобы выучиться, чтобы потом там, купить квартиру, потом еще квартиру, потом еще. Ну, в общем, чтобы делать, как по учебникам, когда ты не очень умный, но упорный. Вот это про меня. Во многих вопросах. И что бы ни происходило, я считаю, что каких-то 100 лет назад людям было в разы тяжелее. Сейчас ты можешь спрятаться в одиночке. Стрим лагать начал. Да? Ну вот она максимальная. Хотя FPS 89, видите? У FPS нет просадок. Нет, у меня не лагает.
Я смотрю на гигабитном интернете. Мне кажется, что это глюк у вас. Ничего не лагает. Не-не-не, не лагает. Это у вас лагает. Потому что у меня в линию, я дублирую, я смотрю стрим, как идет. Вот. Так что у меня все стандартно, знаете, там, надо, не знаю, там, подтягиваться было 15 раз. Я 8 месяцев ходил, как дурак, и подтягивался. Там, не знаю, надо было заработать на квартиру первую, 7 лет работал. Ну и вот, как говорится, во многом себе отказывал. Все как по учебнику. Так, вот с этого вот они все стреляют же, да? Вот с этого чувак меня в прошлый раз убил. Да? А чем он хорош, этот ствол, получается? Так что если вы юн, и вам родители втирают, что если долго мучиться, что-нибудь получится, я подтверждаю это дело. Если долго мучиться, то что-нибудь получится обязательно. И никогда не делай то, чего ты не хочешь делать, особенно если ты считаешь, что это неправильно. Я сейчас не говорю про какие-то политические штуки, я говорю даже про работу. То есть, если ты считаешь, что это не должен делать, от тебя, ну, если ты это не будешь делать, окей, ты там получишь чуть-чуть меньше денег. У меня очень много ситуаций в моей жизни было, связанных с этим. И до сих пор так же. То есть, я могу зарабатывать в прямом смысле в разы больше, не потеряв репутации, но я буду делать что-то, по моему мнению, неправильное. Ну, и вот мой жизненный, не знаю, опыт и путь говорит о том, что лучше жить, чтобы тебе было комфортно, пусть и даже не супер шикарно, а просто неплохо. А политика, она всегда будет, всегда будут. Я не знаю, я говорю, я живу в государстве, у которого всегда были какие-то локальные конфликты. Может быть, живете в каком-то другом мире, но это не из разряда, я говорю, что что-то хорошо. Я жил бы с удовольствием в фильме в этом, помните, про Барби. Вообще с радостью бы там жил. Но, к сожалению, мы живем не в фильмах про Барби. И все. И это плохо. Лучше жить в фильме про Барби. Так, ага, встанет он? Встал X8, шикардос. И здесь X4, и все. Хотя, может быть, это будет дело мне мешать, но может и не будет. Так что так. Заботьтесь, самое главное, о своих близких и здоровье. А сколько у вас обзоров на ZTE? Я не знаю. Все, что было хайповое, я вроде покупал. Можете меня поправить. Может быть, последний ZTE я не купил. Потому что я жду распродажи. Я хочу со скидкой купить этот 50 чего-то там. И плюс я прямым текстом всегда говорю, у меня очень редко бывают живые деньги. То есть, если у меня есть живые деньги, то я вкладываю, оставляю себе до следующего прихода. У меня там 2 раза в месяц я капитализируюсь, получая кэш на каких-то вещах. Есть еще левые приходы, но я обычно их, не считаю, что если ты что-то придумал дополнительное к основным источникам дохода, их надо просто отложить, потому что бывают форс-мажоры всякие. Очень странно, да, на техноканале слышать про вот эти все штуки. Но вот так. И если опять же вам интересно, как жить, чтобы у тебя была возможность. У вас под комменты не понял, что у кого норм. Нет, тот ZTE последний, который я спрашивал, покупать или нет, достаточное количество лайков мы не набрали для покупки. Но, скорее всего, я его куплю, потому что, либо, я не знаю, потому что у меня очень много яблок, на которые я хочу сделать обзоры. И 13 Pro Max, и 14 Pro Max, и SE2, и чего только нет. RM8 Pro. Это который игровой? Red Magic? Почему пишете сокращение? Вот тоже. RM похоже на RN, Redmi Note 8 Pro. Мне очень часто, кстати, когда пишут RM, пишут вместо RM RN, и я все время думаю, чего про Redmi Note-то вспоминают. И недавно в комментах описали, что Redmi Note 8 Pro,
уделывает по полной программе многие новые модели от Camon и ZTE. Так, что у нас интересного? Ничего. Пока ничего. Очень-очень греется все. FPS он держит, но температура лица 43, температура тыльная 41 градус уже. То есть крышечка 41 градус. Но это не лайв канал, это Twitch. Привет. Спасибо, что смотрите, Акулион. И говорю, это довольно такая штука, но я ее с радостью делаю. Понятно, что может быть много вещей, которые я здесь говорю, кому-то неинтересно, но поэтому нас в онлайн сколько? Нас 18 человек, мы какие-то рекорды лютые бьем, друзья. Так. Это прям интересная беда. Как я пропустил падение дропа. По фэншую. И АВМ-ка. И патрончики. Патрончики некуда класть. Печаль. Ох ты, ёшки. Ёшки. Со всех сторон, по сути. Кончились. А как так? Я выкинул патрона. Ладно. Мы отыграли 13 минут. Проверяем сброс яркости. Практически нет. То есть у меня максималка здесь 752. То есть он сбросил яркость примерно на 6%. Смотрим дальше, потому что по температуре тыльная часть 41. Лицо намного больше. Задушили. Да нет, это сам я ступил. Понятия не имею, когда. Я не покупаю принципиально на Озоне. Из 10 раз, что ты там покупаешь, тебе только один раз посылают. А самый прикол, что тебе пришлют, если у тебя будут проблемы, они тебя также пошлют. Так же пошлют, как и с непосылом этого устройства. Кейсов, при котором они говорили на Озоне. Ну вот, у меня друзья, опять же 40+, как и я, очень часто пытались покупать что-то именно там. Вот на Глобале все эти смарты они не покупают там вообще никогда. Потому что если ты хоть раз столкнешься с постпродажным обслуживанием, поддержка Озона тебя просто пошлет. А если ты берешь в локальном магазине, то есть, допустим, вот сейчас у меня вроде бы, может даже будут а-ля партнеры, те, у кого склад не Global, там можно что-то поискать. Так, что-то как-то он долго ищет, ну ладно. Как у кого день проходит? 18 человек в онлайне, в Твиче. Жизнь налаживается, да? Это не сарказм, кстати. Хотя на Финфон тоже интересная штука. В принципе. Ну вы ощущаете, да? Очень-очень хорошо оптимизировали они его. Прямо очень. Так, если 16 августа они его предоставят, то представят, значит, где-то 26-го я куплю его на Али, значит, в серединке сентября я о нем расскажу. Либо потом в Сингапуре куплю в десятых числах. Пока не знаю. 40 минут он отработал и не вылетел, заметьте. Вспоминаем, да, за 70 тысяч наш Tecno X2 Pro, который вообще ничего не тянул, нигде ничего не мог. И да, у него был телевик. Единственное, что в смартфоне было, это телевик. Конечно, смех. И смех, и грех, да?
Кому не лень, подписывайтесь на Twitch. Нас, в конце концов, 1200 человек. Ощущаете, да? А из того, что покупать, да, наверное, будут сейчас и телеки, контрактных телеков будет 2, и неконтрактных 2 будет, потому что я купил еще 2. Ноутбуки будут, получается, раз, два, три. 3 я купил разных, неконтрактных, но один с лютейшей скидкой, и он потерялся. И мне кажется, что он не найдется. Вот. Контрактный первый ноут был, а по-моему, больше у меня нет контрактных. У меня на телеке есть контракты. Но я говорю, особенность вот контрактных обзоров сейчас у меня, я не знаю, либо они мой контент посмотрели, но вот конкретно на Хайпере они мне реально накидали недостатков, я прям очумел. То есть, ну, я с ними спорил, что это не недостаток, это стандартно для всех ноутов. Они такие, нет, ну вот еще вот это, вот это, вот это. Я говорю, так мы шильдики везде ставим. То есть, ну, я как бы везде, в описании, ОРД, я говорю, а зачем? Вот типа, чтобы понимали, что реальный обзор. Так что обзор реально реальный. Жгем, высаживаемся. Вкусно, а то обещают хороший экран, почти без шума и хорошая охлада. Всегда все обещают. Ну, как же не обещать? Кто купит, если ничего не обещать? Главное вовремя пообещать. Но смарты, да, сейчас попрут. Сентябрь. Эту тему не остановить. Если уже смартфоны делают, то их будут делать до упора. И чем больше брендов их делает, тем лучше для нас, для потребителей в конечном итоге. Самое плохое бегать. Мне кажется, как-то много людей стало уже живых у меня в играх. Опа. Оп. Серьезно, что ли? Чувак, мы только начали. Вообще, никакой совести у типа нет. Очень похож был на настоящего игрока, да? Или это у меня просто броня? А у меня просто брони нет. Мне кажется, поэтому. Хоть какую-то броню. И вот так МСК еще. Все. Где-то здесь еще стрельба была. Но это, мне кажется, меня выводят, и это нереальные игроки. Хотя, может быть, возможно, как говорится, все. И где? Нигде никого. Так вот бегаешь. О! У Vivo все просто. X80 Pro. Ой, X90 Pro Plus. И все. Либо... Опа. Откуда? Почему я его не вижу? Да ладно. А, все, вижу.
А он, наверное, думает, что я бот, да? О, ничего ж себе. Теперь оттуда, да? Нужно четко понимать, что ты можешь быть не лучшим стрелком. Да? Да что ж такое-то, а? Вам здесь медом намазано? Нужна нормальная броня. Патроны нужны. Окей. Ты недавно тема... У Сукас никогда не бывает плохого. Подождите, у Сукас. Нет, это не контракт. Не нужен был для тещи. Я очень много на сейле беру вот это подобные штуки. Вот сейчас, допустим, у меня будет проектор, я его дешевле, чем за 9 купил. И после этого пылик тоже дешевле, чем за 9 купил. То, что с контрактами идет с ОРДшкой. Они просто не платят, если ты его там 300 тысяч раз не будешь обозревать. И прикол, да, что контракты сейчас еще идут... ну, я не знаю, может быть, у каких-то там скрупнейшей или блатных можно не регистрировать. Но там один фиг он регистрируется. То есть ты должен токен ОРД, они тебе не заплатят, пока не зарегистрируют. А чтобы они зарегистрировали, ну, как бы, ты не можешь без вот этой штуки выгрузить. О, смотрите. Да мне кажется, это и так видно, когда кто что обозревает. Каким образом? Так, 416 есть. При том, что вот так нагло, как, допустим, кое-кто с бородой, ну, прямым текстом он там вообще долбанулся. Я когда посмотрел обзор на Текно, я подумал, ну, это уже за гранью. Что за пылик? Нет, он будет послезавтра. Он уже сделан просто. Опа. Раз. Человек только дропнулся, да? Сковородка лучший вариант. Раз, два. Два. Альфа. И пылики легко продать, пылики, вот эту вот всю штуку. Говорю, я думаю, я даже вот, допустим, тот же проектор еще и дороже смогу продать, чем я купил. Много вещей так на сейле покупаешь, и в итоге после обзоров что-то реально уходит дороже. И с мобилами, допустим, Zenfone 10 я продал дороже, чем купил. На 1007. Хотя вроде бы бред. Но видите, на горячую его продал. То есть он только вышел. Я перекупу написал, что типа хочешь за нал. Он нашел сразу покупателя, а его ни у кого еще не было. Я сделал обзор и продал. Ну и таких кейсов, в принципе, хватает. Я уже 5 лет веду ютубовский канал. Конечно, шарю в этой штуке. Так, X3. И вот так. Рейд приводит в компании 7. Мидарад. Привет. А что такое рейд? Мидарад. Что у тебя случилось? Почему рейд? Еще и в компании 7. Или вы смотрите, что есть достойное на ютубе? Так, ну что, я все, уже ухожу с линии атаки. Да. Ну, из интересного, говорю, из мобил, вот Нафин пришла.
Y700 я заказал, мне его еще не выслали по предзаказу на Алишке, кстати. То есть здесь ты можешь оплатить вперед. Я думаю, еще плееры пообозревать. У меня усилков много. И, ну, понятно, это не особо популярная тема, говорю, но ноутбуки, телевизоры, потому что их было мало. А телефонов сейчас почти нет. Мне надо, наверное, в эту тему вклиниваться, потому что модельный ряд производители стали делать меньше, а для ежедневного обзора, ну, одни щетки зубные не пообозреваешь, не особо интересно людям. Это вам, если интересна кухня блогера, которая мне не кажется, что вам интересно. А по поводу каких-то моментов житейских, я повторяю, что да, что нужно всегда держать руку на пульсе и много-много работать. Может, у кого-то как-то по-другому получается. Ну, наверное, у поп-исполнителей, да. А в моей жизни только так. Так. Раз. Два. И три. Все равно не хватает места, прикиньте. Какая большая аптечка. Так. Ух ты, ёшки. Реально? Ну окей. Все, надо бежать. Надо прям бежать. Что очень далеко зона. Не успею, мне кажется. Может, и успею. Не успею, наверное. Ваши ставки успею, нет? Мне кажется, не успею. Что мне надо вдоль пробежать. Если только жизнь возьму, могу успеть теоретически. Нет, слишком быстро поедают. Наверное, не успею. Ну-ка. 25, 21, 17, 13, 9, 5. Ничего ж себе, не шутя, да? Это было близко. Так, сколько у меня там? 36 секунд. Очуметь. Раз. Два. Зрители, которые у меня, перешли на твой канал по рейду. Спасибо. Я не совсем понимаю, зачем, но ладно. Я не понимаю, точнее, что это такое. Специфика тестирования на Финфона 2. Да? Так, ну что. Подняли мы банку. 6 живых, это значит, тут будут маньяки одни. Вы уж простите, но я сделаю громкость на максимуме. И успеешь. Ну, уже успел, Глеб. Уже успел. Здесь надо спускаться. Пытаться найти какое-нибудь комфортное место, чтобы меня не вынесли. Есть вот там тип. Красивый был. Еще и с двумя боликами. Не понял я, что я взял. Мне точно нужны болики и жизни. Все. Так, М24 мне надо. Наверное. Нет, не надо. Ладно.
Что-то там завершает трансляцию. Опа, пик-пик. Ну что же, 5 живых. Неужели они все мне достанутся? Нет, все-таки лучше 400-й. И... По-любому там кто-нибудь на крышах уже давно засел. По уму по фэншую. В зданиях. Здесь. Опа. Вот отсюда сейчас пойдут. Вон он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Взорваться где-то должно. Вот оно. Как понять самовозрождение? Ну это было близко. Спасибо за то, что кто-то мне дал кого-то там. Так, сколько мы отыграли? 34 минуты. Смотрим по процентам. 68. Было 81, правильно? 81, 68. 13% за 35 минут. Ну, где-то 24% в час. Все равно норм. Температура. -41. Есть ощущение, что вот задняя тыльная часть, там вот эти штуки внутри вздутые, но это не так. И грязь, и это тоже не так. Так, и лицо 40 градусов. И сейчас самое интересное. Проверяю яркость дисплея. Сбросилась она или нет. Да. Но быстро восстанавливается. 730. То есть, если он и сбрасывает, то на вообще там минимум-минимум. Ну, вообще молодец. 5 секунд. И единственное, в чат не могу войти сейчас почему-то. Тихо. Есть. Ну что, я могу подытожить час стрима на великом и ужасном Nothing фоне втором. Что он не сбрасывает FPS в играх, он 24% в час примерно в Nothing поедает. Это не космос. Если говорить о его способности выживать
Да, это очень хороший результат на макс настройках, и лагов не было. В линии он выдавал 1080p 30 fps. Про микрофоны вы сами слышите, я обычно выставляю на половинку, а сейчас выставил на максимум. И, наверное, это даже лучше для чувствительности. В целом, девайс справился. Про ценник и так говорить не стоит, про минусы говорить не стоит. Будет еще 10-минутный обзор на основную камеру. Но про оптимизацию здесь точно рука BBK поработала. Они не могут они так делать. Очень круто. Мое мнение, субъективное. Всем огромное спасибо, что зашли. Надеюсь, поставите лайк, колокольчик данному видео и напишите, чтобы я это дело продолжал, потому что намного проще, разумеется, на основном канале сделать просто обзор и все, без всяких выкладываний и пруфов, поиграть спокойно, тихо на пляже где-нибудь смартфона, оценить, сколько там процентов он поедает. Так что безумно спасибо, что зашли. Дукат, Тесай, Глеб. Следующий на подобном измывательстве будет у меня смарт за 15 тысяч. Я недавно его чуть не запостил за 27, я прям очумел. Я купил его за 15. Это Infinix Note 30 VIP. Новый, не распакованный, прям 30 тысяч рублей. Вчера я видел на распродаже его за 24. Они не то что в себя поверили, они вот эти 1200% плюса за счет рекламы, они как-то очень сильно их поменяли. Но это все лирика. Еще раз, девайсу в отрыве от ценника, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.